Глава 371. Подготовка к битве. Маленький город Олдман, несомненно, вызвал шум. Шахты, которыми гномы управляли в течение 100 лет, фактически превратились в небольшой подземный город. Благодаря системе водоснабжения, внутреннему саду, надежной обороне и удобному жилому пространству, это было одно из самых безопасных мест на краю леса хаоса. Гномы объявили, что превратят маленький город Олдман в самый безопасный торговый рынок на краю леса хаоса и приветствуют всех гостей из разных кланов, чтобы сделать маленький город Олдман своим общим домом. Любая сила, которая помогала охранять город, получала бы часть дохода и богатства, заработанного в городе. Этот невероятно новый способ управления распространился через бюллетени в различные маленькие города. Всего за несколько дней он сразу же распространился на несколько сотен километров вокруг, и все люди были шокированы этим методом. Совместное управление, деление преимуществами, долгосрочное развитие. Когда гномы стали такими наивными, разве гномы не знали, что лес был полон людей, которые поедали друг друга? Они никогда не заботились о долгосрочном развитии и заботились только о краткосрочных сделках. В то время как все остальные следовали принципу темного леса и старались не быть обнаруженными охотниками, гномы были как факелы, кричащие всем: «Быстрее приходите, мы здесь». Эти смелые методы наверняка приведут к катастрофе. В лесу хаоса не было охотников и новых грабителей, поэтому разоблачение себя было равносильно смерти. Что касается этого абсурдного предложения, никто не возражал против этого вообще. Но деревни вокруг маленького города Олдман были взволнованы. После того, как маленький город Сальда был распущен, у этих дюжин деревень не было места для торговли. Когда они получили эту новость, они не могли не прийти, чтобы посмотреть. Когда несколько деревень прибыли в подземный город, все они были шокированы его появлением. Над воротами висел большой экран, и на гладкой зеркальной поверхности проигрывалась стратегия Олдмана. В ней рассказывалось о местонахождении и особенностях рынка в Олдмане, о стратегии торговли в Олдмане, а также о стратегии ведения бизнеса в Олдмане. Этот новый вид рекламы заставил всех загореться. Но все обнаружили, что они были в шоке слишком рано, потому что после того, как они вошли в маленький город Олдман, перед ними появилась еще более шокирующая сцена. Без сомнения. Это был подземный город. В лесу хаоса было много подземных городов, но они характеризовались тем, что были скрыты, запечатаны, тусклые и не имели вентиляции. Тем не менее, маленький город Олдман перевернул все их устоявшиеся представления. Это место было не только хорошо проветриваемым, но и самой важной частью было то, что маленький город был освещен. Гигантская электрическая лампа была повешена высоко, и этого света было достаточно, чтобы осветить весь маленький город. Подземный дворец, созданный гномами, имел престиж, когда освещался светом. С обеих сторон были усилители звука, направлявшие гостей, когда они входили. Слишком таинственно. Глава деревни кроличьей расы был потрясен, когда он посмотрел на огни. Что это за свет? Это не кристальный свет, но почему он такой яркий? Когда люди пришли на рынок маленького города Олдман, они обнаружили, что он был очень пуст, как будто никто не пришел, но гномы уже выпустили некоторые продукты. Конечно, все это пришло от Комитета чудотворной торговли. Помимо высококачественных пилюль и талисманов, были также простые предметы, такие как консервы, вино, фонари, фотоаппараты и некоторые ресурсы, которых было мало в лесу. Чутянь отдал их гномам на продажу и щедро предложил отдать им половину прибыли. Материал для этих предметов был не очень высокого уровня, но продукты были очень свежими и сразу же привлекли внимание жителей деревни. Были некоторые люди, покупающие несколько вещей, а затем возвращающимися снова. До тех пор, пока люди пробовали их. Тогда то, что следовало бы дальше, было бы намного легче. Специальная продукция маленького города Олдман распространилась на другие черные рынки, небольшие города и подземные рынки. Всего за несколько дней в подземном городе появлялось все больше и больше людей. Это было так же, как и раньше, большинство из них были из маленьких деревень. Рынки маленького города Олдман не просто продавали предметы, они также покупали различные ресурсы, мясо зверя, травы, руды и кожу. Они принимали все виды обычных ресурсов и давали очень справедливую цену. Все собирались сходить с ума. Эти вещи большинство деревень может вынести достаточно. Если бы они пошли на любой другой рынок, они бы даже не получили половину цены от той, что давал рынок Олдмана. Для такого простого сравнения даже дурак будет знать, каков правильный выбор. Рынок Олдмана приобретал большую популярность. Всего за одну короткую неделю небольшие деревни и племена, привлеченные маленьким городком, превысили 100. С их растущей популярностью все больше людей, которые были дальше, начали совершать долгий путь для проведения сделок. С тех пор, как маленький город Олдман был сформирован, до сих пор не было ни грабителей, ни охотников. Все проанализировали причину и, наконец, пришли к подходящему выводу.
Во-первых, в алманских шахтах было 5000 храбрых воинов-гномов, а обычные грабители и охотники не посмели бы пойти на такой риск. Во-вторых, алманские шахты были ограблены однажды, а самые ценные вещи были уже забраны. В-третьих, шахты уже были разоблачены, и все знали об этом месте. Какое значение это имело бы, если бы они смогли захватить их, вместо этого они могли бы привлечь внимание больших держав. В-четвертых, алманские шахты искали альянсы, и продукты, поступающие с рынка, явно не были получены от гномов, а это означает, что в алманских шахтах скрывалась другая непростая сила, поэтому никто не осмеливался безрассудно делать ход. Таким образом, маленький город Олдман действительно танцевал на острие ножа, но не привел к катастрофе. Вместо этого маленький город стал известным. Это было существование, против которого никто не смел идти, даже без поддержки большой державы. Было неизвестно, когда нарушится этот тонкий баланс, но до того, как он нарушился, город был очень безопасным, и все получали выгоду от этого места, поэтому никто не мог упустить эти преимущества. Прямо сейчас это были не только маленькие деревни, торгующие в маленьком городе Олдман, там были небольшие и средние силы, которые не могли сидеть на месте, поэтому они также отправляли людей. Маленький город Олдман был местом процветания. Гномы были очень довольны этим, потому что после открытия городского рынка они не только много зарабатывали на продаже продуктов Комитета чудотворной торговли и на других сделках. Если это продолжится, гномы очень быстро станут очень богатыми. Глава гномов нашел Чутеня. Хотя рынок очень оживленный, никто не желает вступать в союз с нами и охранять Олдман вместе. Если так будет продолжаться, то чем больше мы будет процветать, тем большую катастрофу мы в конце концов навлечем на себя. Когда сила и богатство неравносильны, происходит катастрофа. Маленький город Олдман быстро процветал, и на складах города хранилось все больше и больше богатств. После определенного момента это наверняка привлечет к себе жадность других. Не нужно беспокоиться, это очень нормально. Чутянь был уверен в этом развитии. Маленький город Олдман только что сформировался, и идея совместного управления — новая идея в этом лесу. Когда появляется новая идея, людям нужно время, чтобы ее рассмотреть. Более того, поскольку маленький город был открыт, в любой момент могут возникнуть проблемы. Люди очень часто подвергают сомнению нашу силу, поэтому сейчас нам нужен шанс продемонстрировать свою силу. Административный метод Олдмана был действительно неслыхан для леса хаоса. Многие державы совместно управляют маленьким городом и делятся прибылью. Кто бы ни дал больше защиты, получит больше дохода и выгод. Он был уверен, что несколько средних и крупных держав будут заинтересованы в том, чтобы попробовать. Они отправят небольшую часть своей армии в гарнизон Олдмана и сформируют объединенную армию. Таким образом, хищники не посмеют делать необдуманные поступки. Гномы не боялись потерять контроль над шахтой. В конце концов, только из долей рынка гномы могли жить и добывать на 3-м этаже, как обычно. В это время космическое колебание появилось поблизости. Чутянь, что-то случилось. Что произошло? Мы узнали о некоторых новостях. С тревогой сказала Вивиан Чутяню, на запад движется большое количество духовных насекомых, и они, вероятно, направляются сюда. Я думаю, что они должны быть товарищами кануна. Сколько их там? Мне непонятно, но я боюсь, что их как минимум 10 000. Они, наконец, здесь. С тех пор, как был сформирован маленький город Олдман, его пришлось бы оспаривать, поэтому Чутянь уже был готов. До тех пор, пока не смогут прославиться в лесе хаоса одним сражением, им будет гораздо легче получить убежище в будущем. Духовные насекомые хороши в рытье ям, мы должны быть готовы. Чутянь положил письмо в космический склад с просьбой подкрепления у молодой мисс. Когда они снова открыли космический склад, письмо было взято, и внутри было более 1000 наземных мин. Чутянь понял идею молодой мисс и сразу же позвал Вивиан, чтобы установить мины. Эти наземные мины были похоронены в 10 километрах от города, и все были размещены в 10 метрах под землей. Над ними была большая куча корней деревьев, так что их было нелегко активировать, когда противники шли пешком, но если что-нибудь придет из-под земли, они взорвутся в кашу. Через 2 дня новость о том, что армия духовных насекомых нападает на маленький город Олдман, быстро распространилась. Оживленный маленький город мгновенно опустел. Каждая деревня пряталась, чтобы избежать битвы, и в то же время внимательно наблюдала за битвой. Был ли город Олдман сильным или слабым, эта битва прояснит все. Те, кто затаился, были не только маленькими деревнями, но также были и некоторые большие силы края леса хаоса, которые также тщательно наблюдали. Когда началась большая битва? Чутянь получил большое количество оружия изначальной энергии от молодой мисс через космический склад. Эта часть леса уже была покрыта зоной действия сигнала Комитета чудотворной торговли, поэтому Чутянь быстро связался с Нангунь Юнь, и 3000 берсерков уже устремились к олдманским шахтам. Сердце Чутяня было наполнено уверенностью.
С оружием изначальной энергии, с берсерками и гномами разве было о чем беспокоиться? Глава 372. Сокрушенные. Паучий маркиз Элвис был полон ярости, потому что его младший брат паучий граф Канун был убит группой гномов. Они были потомками паучьей королевы Алексис. Алексис была одной из старейших духовных насекомых в лесу хаоса, а ее потомки распространились по всему лесу хаоса. Хотя они сформировали свои собственные силы, Канун был младшим братом Элвиса от того же отца, поэтому у них были близкие отношения. Эти проклятые гномы действительно осмелились убить его младшего брата. Это было просто вызовом королеве Алексис, истребить их, высосать их кровь, убить их всех. Элвис нашел своих двух младших братьев, которые также были графами, и собрал много членов паучьей расы на край леса, собрав 60 000 человек, в 10 раз больше, чем у гномов. Под предводительством 3 могущественных дворян-пауков эти несколько тысяч гномов были лишь стадом овец, ждущих убоя. Могущественная армия пауков ворвалась в каньон, в котором находился маленький город Олдман, это шахта гномов. Мы должны просто напасть на них? В настоящее время они находились в 20-30 метрах от Олдмана, и армия пауков могла быстро ворваться в город. Гномьи туннели очень прочные. Пошлите 30 000 человек копать проход, остальные 30 000 пускай атакуют с нами. Немедленно выдвигаемся. Приказы Элвиса были переданы. Люди-пауки начали копать землю. Паучья раса обладала особыми телами и главным образом была хороша в прокладывании подземных туннелей. Благодаря своим техникам совершенствования они могли легко перемещать землю и даже глубоко проникать в нее. В атаку. Когда он увидел, что половина армии вошла в землю, у Элвиса не было планов отправлять разведчиков первыми, потому что тривиальные 5000 гномов не стоили их разведки. Он прямо разорвал бы их на части, и это было бы очевидным концом этой битвы. Но когда Элвис отдал свой приказ, внезапно перед армией пауков появилась девушка. Эта девушка была одета в одежду из листьев и цветочную корону, открывая обе ноги. Ее стройная и красивая фигура в настоящее время стояла перед армией пауков, блокируя их. Эльф. Откуда здесь эльф? Элвис был во главе армии, и когда он увидел, что этот эльф внезапно появился, он также был немного удивлен. Он сердито закричал: «Кто ты?» Вивиан полностью проигнорировала его, шагая шаг за шагом в густую армию пауков. Ее шаги казались очень медленными, но она двигалась очень быстро. Она появилась перед армией пауков через некоторое время, что вызвало переполох среди них. Они не знали, что не так с этим эльфом. «Убейте ее!» Элвису было все равно. Так как она смеет преградить им путь, она умрет здесь. Волна ядовитых стрел вылетела на миниатюрную фигуру, но кто бы знал, что Вивиан будет бесстрашной и безразличной, поскольку она не подняла никакой защиты и прямо пошла на армию пауков. Что происходит? Были ли проблемы с головой этого эльфа? Несколько мощных ядовитых стрел вылетели, и красивый эльф уже собирался стать дикобразом, но произошла шокирующая сцена. Стрелы прошли сквозь Вивиан, но ни одна из них не коснулась ее плоти, и все они прошли без каких-либо помех, разбив камень позади нее. Ни одна стрела не попала. Невозможно. Это была техника иллюзии или это был призрак. Неверно. Это был настоящий живой человек. Что за трюки? Элвис ударил своим копьем, и это копье было покрыто духовной энергией, но произошло то же самое, что и раньше. Копье не встретило никакого сопротивления и напрямую прошло через тело Вивиан. Хонг. Копье пронзило гигантский каменный утес, как молния, мгновенно превратив его в порошок. Что ты за монстр? Лицо Элвиса побледнело. Пауки расступились, потому что Вивиан была всего в 20 метрах. Она внезапно подняла руку и ударила Элвиса. Элвис мгновенно почувствовал пространственные колебания. Пространственная атака, сильная защита ничего не значила для пространственных атак. Пока злоумышленник сможет проникнуть через пространственное сопротивление своей цели, эта атака будет игнорировать все защитные техники. Это означало, что пространственные атаки не могли быть ничем заблокированы. Элвис инстинктивно уклонился в сторону. Пространственный разрез прошел через его плечо, и одна из его рук была отрезана. Черт! Убейте ее! Бесчисленные пауки-солдаты были спровоцированы, и различные атаки были выпущены как дождь. Вивиан полностью игнорировала все эти атаки, так как все они проходили сквозь нее. Она прошла сквозь армию пауков, словно призрак. Эти стрелы проходили мимо Вивиан и поражали других солдат армии пауков, мгновенно нанося им тяжелый урон. Был послан другой пространственный разрез. Ах! Паук издал жалкий крик, прежде чем его разрезали пополам. Глаза Элвиса расширились от гнева, когда он взревел: «Не позволяйте ей атаковать себя». Пауки были полны страха.
Этот эльф с природной пространственной энергией может убить любого из них одним взмахом руки, но почему их атаки вообще не могут коснуться этого эльфа? У Элвиса не было способа объяснить это, и он мог только призвать свой источник духа, чтобы наполнить окружающую среду духовной энергией. Чем выше количество энергии в космосе, тем больше потребления требуется для запуска пространственной атаки. Он мог сделать только это сейчас. Вивиан использовала 4-5 непрерывных пространственных разрезов. Элвис окружил себя мощной духовной энергией. Хотя его сила не была достаточно сильной, чтобы он мог блокировать пространственные атаки, он мог усложнить Вивиан отправление своих атак. Таким образом, пространственные разрезы замедлили скорость, и Элвис мог уклоняться от них каждый раз. У нее не осталось много духовной энергии. Вивиан нахмурила брови. Она отпустила Элвиса и сразу подняла руки. Пространственный кинжал появился над ее головой, когда она нацелилась на другого паука. Случайные пространственные разрезы, один из пауков также высвободил свою духовную энергию, чтобы блокировать пространственные атаки, но его сила не могла сравниться с Элвисом. Поэтому быстрые атаки Вивиан увенчались успехом, и против 7-8 пространственных разрезов он не смог уклониться. Нет. Глаза Элвиса наполнились яростью, когда его последний младший брат был разорван на части. Вивиан была немного истощена и почти исчерпала свою духовную энергию. Если бы у нее не было эффекта побега пустоты, она была бы в большой опасности. Она уже сделала достаточно и могла оставить остальное другим, поэтому она прошла сквозь пространство и покинула поле битвы. Вся атака длилась менее 2 минут. Таинственный эльф появился в армии из десятков тысяч солдат, словно призрак, забрав одну из рук Элвиса и убив 2 пауков-дворян, несмотря на шквал непрекращающихся атак. Затем она просто ушла, не потеряв ни единого волоска. Паучья армия была в ужасе. Бабах! В это время произошло несколько крупных взрывов со стороны маленького города Олдман, которые сотрясли землю, словно при землетрясении. Это было явно влияние мин. Несколько мин активировались при попытке паучьих солдат выкопать туннели, и у них не было другого выбора, кроме как ползти обратно, большинство из них были покрыты ранами. В земле много ловушек, мы не можем пройти мимо них. Элвис сердито поднял свое копье. Убить, убить, убить их всех. Пробейте путь любой ценой. Штурмуйте мины гномов. Я хочу разорвать их трупы на 10 000 кусков. Когда армия пауков была готова собраться вместе. Большое количество круглых предметов упало с обеих сторон каньона, и эти обычные предметы упали между пауками, мгновенно создавая бесчисленные взрывы. Это была большая партия бомб изначальной энергии. Нангунь Юнь держала штормовую винтовку, ведя несколько тысяч варваров, стоящих с обеих сторон каньона. Она посмотрела на пауков в каньоне в затруднительной ситуации и отдала приказ — уничтожить их. Более 100 штурмовых винтовок, 10 переносных пушек изначальной энергии и 4 больших пушек изначальной энергии. Все остальные были вооружены автоматами изначальной энергии. В тот момент, когда Нангунь Юнь отдала приказ. Сильный дождь из энергетических пуль накрыл весь каньон, плотная огневая мощь пушек изначальной энергии обрушилась вниз. С помощью нескольких выстрелов из пушек изначальной энергии было взорвано несколько десятков людей-пауков. Отдельные источники энергии были специально выпущены в плотную кучу солдат, что сразу же привело к большим потерям. Паучья армия начала рассеиваться с огромной скоростью, потому что это уже не была битва, а односторонняя бойня. Для этого вида беспрерывной и ожесточенной атаки у них не было никаких способов дать отпор. Всем войти в режим берсерка. Нангунь Юнь увидела, что атаки прошли успешно, и использовала усилитель, чтобы отдать приказ. Сейчас пришло время получать заслуги, пусть они почувствуют мощь берсерков. Рев, рев, рев. 3000 варваров выпустили нечеловеческий злой рев. Они положили горячее оружие в свои руки, и их тела становились красными. Их вены вздувались из-под кожи, словно многоножки, их зрачки больше не могли быть видны, оставляя только алые кроваво-красные глаза. Убийство. 3000 варваров держали несравнимо тяжелое железное оружие, спрыгивая с обеих сторон каньона. У них не было никаких формирований и никакой тактики, они просто прыгали с небес, как метеоры. У них была только одна цель — убийство врагов для заслуг. Тяжелые топоры в руках варварских берсерков упали на тело солдат-пауков, и их ужасающая сила разбила их доспехи и оружие на кусочки. Они мгновенно врезались в каменный утес, и солдаты-пауки превращались в кучу из костей, кожи и разбитых доспехов. Не было особенной техники совершенствования, это была просто несравненная сила, варварские берсерки атаковали изо всех сил в их телах. Когда очередной солдат паучьей армии был атакован их оружием, он тут же был бы разбит на куски. Варвары носили толстые железные доспехи, которые были не по зубам паучьей армии. Более того, они потеряли чувство боли и страха, зная только дикую ярость.
Кровожадные берсерки были просто машинами для убийств, которых эти люди не могли остановить. Берсерков было немного, но их боевая сила была подавляющей. Армию пауков можно было бы считать элитной армией в любом королевстве, но они походили на беспомощных овец перед берсеркерами и вообще не могли сопротивляться. В атаку. Ворота маленького города Олдман были открыты, и появилось 5000 гномих воинов, но они были потрясены сценой перед ними. Весь каньон был заполнен реками крови, а земля была покрыта изуродованными трупами, в которой было невозможно найти ни одного полного. Несколько тысяч воинов, залитых кровью и другими вязкими материалами, медленно подошли. Они были как демоны, пришедшие из ада. Гномы были полностью шокированы, все эти войны были демонами. Глава 373. Мэр Чутянь. Гномы стояли у ворот города Олдман. Их лица были суровы, почтительны и наполнены благоговением, словно они приветствовали торжествующего короля. Донг, тяжелые шаги были грязными, но наполненными силой. Эта броня, покрытая кровью и плотью, испускала кровавый запах. Их оружие было покрыто красными и белыми вязкими жидкостями, которые, казалось, были покрыты душами тех, кого они только что убили. Гномы проглотили полный рот слюны. Страшно, слишком страшно. Если бы они лично не засвидетельствовали это, они не посмели бы поверить, что 3000-я армия сможет уничтожить врагов в несколько раз больше себя. Армия пауков вообще не могла противостоять этой ужасающей огневой мощи. Отчет боссу. Подошла Нангунь Юнь и сказала: «Мы выполнили задание и уничтожили врагов. В нашей армии пострадало более 100 человек и погибло 30 отважных воинов. Только 30 воинов погибли, гномы были шокированы этими цифрами. Это было тяжело для всех вас». Чутянь объявил: члены семьи каждого воина, который погиб, будут получать постоянные субсидии от Комитета чудотворной торговли и будут получать в 10 раз больше обычной пенсии, предоставляемой королевством. Все остальные воины хорошо выступили в этой битве, поэтому каждый получит отличные награды. Глаза берсерков загорелись. Варвары были росой грабителей с низким статусом, но теперь они стали уважаемыми берсерками в Комитете чудотворной торговли. Похоже, что их судьба изменилась. Более того, награды Комитета чудотворной торговли были очень богатыми. Они не только могли бесплатно обучиться технике берсерка, им дали оборудование высокого класса, об их семьях хорошо заботились, что позволяло берсеркам не беспокоиться ни о чем. Несите вино и мясо. Пусть наши воины отпразднуют победу. Когда берсерки услышали это, они взревели от волнения. На самом деле, после этой битвы берсерки чувствовали сильный голод, поэтому еда была как раз кстати. Мэн Цинво уже подготовила и доставила большое количество высококачественной еды через космический склад. Эти варварские берсерки, даже не сняв доспехи, начали трапезу. Этот грубый и дикий вид сделал гномов неспособными не вздохнуть. Берсерки ясно чувствовали, что после этой кровавой битвы и еды их сила возросла по сравнению с предыдущей. Раны, которые они получили в битве, были исцелены за 2 часа. Их боевой дух взлетел до небес, и они снова захотели ринуться в бой. Это была характеристика берсерка. Это была армия, которая становилась сильнее и храбрее. После каждой битвы в процессе обучения берсерков не было необходимости в сокровищах, их просто нужно было кормить вовремя. Они могут извлечь жизненную энергию из мяса демонов высокого уровня и увеличивать свою силу в кровавых битвах. Их обычные травмы будут быстро исцелены, а их сила будет бесконечной. Пока было достаточно еды, они могли легко драться 10 дней и ночей. Как только берсерки войдут в свой режим, то одним ударом топора или молота даже культиватор пробужденной души будет уничтожен. Если бы они были оснащены оружием изначальной энергии Комитета чудотворной торговли, они были бы несокрушимы, и единственным незначительным недостатком было то, что берсерки были слишком жестокими, что приводило к тому, что на поле битвы словно разбили десятки тысяч помидоров. Трудно было найти полный труп, потому что все они были превращены в кучу доспехов, костей и плоти, поэтому было трудно подтвердить, были ли убиты важные цели. Бесчеловечно, абсолютно бесчеловечно, Чутянь был слишком ленив, чтобы заботиться об этом, и отдал Дунфан Харану приказ: «Сожги здесь все». После того, как Дунфан Харан увидел, насколько мощной была армия берсерков, он был полон восхищения и трепета по отношению к Чутяню. Если бы Чутянь пришел 5 годами раньше, а нет, 2 годами или даже годом ранее и появился в стране Южного Лета, то будет ли страна Южного Лета уменьшена до их нынешнего положения? Да. Дунфан Харан привел людей для очистки поля битвы. Огромное количество трупов образовало гору, и в сумерках зажегся огонь, который превратил все это в пепел. Черный дым, который заполнил лес, был также запахом смерти. Бесчисленные расы обращали внимание на маленький город Олдман. Когда они увидели, что дым поднимается, они поняли, что бой уже окончен.
Маленький город Олдман в настоящее время проводит важную встречу. Большой стол был заполнен наполовину людьми, наполовину гномами, а также одним эльфом. В настоящее время они что-то обсуждали. Наконец глава гномов встал. Наши гномии старейшины обсудили и оценили все последние события и позволили берсеркам стать гарнизоном для защиты Олдмана. Их боевая сила составляет более 75% от общей силы гарнизона, поэтому господин Чутянь будет владеть, по крайней мере, 75% маленького города Олдман. Все остальные гномы кивнули. Это был вывод, которым все были довольны. На самом деле, варвары составляли только 75% боевой мощи маленького города. Возможно, они даже составляли 90%. Вот только Чутянь и его команда охотно недооценивали себя, чтобы дать гномам лицо и получить от этого больше пользы. Армия господина Чутяня — самая сильная защита этого города. Вы владеете большей частью этого небольшого города, и вы заслужили одобрение гномьих старейшин. Согласно правилам маленького города Олдман, вы автоматически становитесь мэром маленького города Олдмана. Мы надеемся, что вы сможете хорошо управлять Олдманом и вести его к процветанию. Мэн Ин, Вивиан и другие показали радостные взгляды. Маленький город был все еще маленьким городом. В хаотичном месте, таком как лес хаоса, это была их первая настоящая точка опоры. Начать с мэра маленького города было хорошим стартом. Чутянь был очень доволен этим окончанием. Благодарю за доверие гномов. Я сделаю все возможное, чтобы внести свой вклад в развитие этого маленького города. Еще до того, как Чутянь помог гномам вернуть шахту, у него уже были идеи относительно этого места. Олдманские шахты были местом, которое гномы построили за 100 лет, и теперь оно было совершенно безопасным и укрепленным. Окружающие районы также было легко защищать, и добавление их на краю леса хаоса не привлекло бы внимания крупных персонажей. Окружающие люди не были слишком сильны, чтобы быть непревзойденными. Таким образом, различные аспекты сделали это место подходящим для Чутяня. Но Чутянь прямо не спросил бы гномов, как идиот. Гномы были очень упрямы на своей территории. Условие о том, чтобы они отдали ему часть шахт, он не мог напрямую требовать у гномов, иначе он получил бы только их ненависть. Поэтому Чутянь никогда не раскрывал свою цель и сначала заслужил благодарность и доверие гномов, прежде чем побудить гномов реформировать олдманские шахты. Когда олдманские шахты были реформированы, шахты были все еще шахтами, а маленький город был маленьким городом, они стали двумя разными регионами. Гномьи шахты все еще существовали, занимая только 40% площади. Эта область навсегда останется той областью, в которой жили гномы. Оставшиеся 60% были превращены в маленький город и использовались как полностью преобразованная область. Наконец, Чутянь приказал армии войти в город. Сила Чутяня превзошла гномов, и гномы также были готовы отдать пост мэра Чутяню. На самом деле гномы не понесли потерь. У гномов все еще были шахты, они просто отдали часть территории и резиденций, которые они не могли использовать. Чутянь использовал свою власть мэра, чтобы управлять этой областью, но это не затронуло шахты и жилые районы гномов. Это было действительно выгодно. Маленький город Олдман был похож на совместный строительный проект. Гномы были его инициаторами и крупнейшими акционерами, но теперь Чутянь решил инвестировать капитал в маленький город. Чутянь яростно захватил 70% акций и оставил гномам только около 20%. Чутянь стал крупнейшим акционером города, поэтому, естественно, он станет мэром. Гномы отдали немного, но собрали еще больше. Сначала была гарантирована их безопасность, что решило насущную проблему, следующим был потенциальный доход и будущая оценка. У гномов был запас в маленьком городе Олдман, поэтому даже если они ничего не делали каждый год, они все равно получали бы дивиденды. Более того, чем успешнее был маленький город Олдман, тем больше росли шахты. На земле гномов было 40% земли, которая не изменилась бы, поэтому гномы могли использовать эти регионы для получения огромного дохода. Чутянь был мэром. Поскольку он был мэром, конечно, он должен был что-то сделать. Чутянь прямо предложил гномам: нам нужно искать надежных союзников для сотрудничества. Чем больше у нас союзников, тем быстрее будет развиваться Олдман, и тем больше будет укрепляться наша позиция. Чутянь уже обдумал это. Для такого места, как лес хаоса, комитет чудотворной торговли не может действовать в одиночку. Если бы комитет чудотворной торговли хотел сконцентрировать свои силы и влияние, им нужно было делиться преимуществами с большим количеством людей и собирать больше альянсов для себя. Это быстро создаст много каналов для их компании. Результат этой битвы уже привел к тому, что через лес прошла большая волна. Слава маленького города Олдман на краю леса хаоса взорвалась. Теперь люди поняли, почему маленький город Олдман осмелился быть таким высокомерным и игнорировать принцип темного леса. С мощью Олдмана их уже можно было считать большой силой на краю леса хаоса.
Такого рода власть уже можно было считать местным властелином. Пока они не привлекали внимание каких-либо крупных персонажей в глубинах леса, не имело значения, выставили они себя или нет, потому что окружающие силы ничего не могли с ними сделать. Даже если бы они могли представлять угрозу, они бы просто потерпели убытки, что делало войну бессмысленной. В это время маленький город Олдман объявил о планах выкупить 30% акций, чтобы дать союзникам силы. Мэр Олдмана был полон смелости и фактически привлек к себе другие силы своей собственной инициативой совместно управлять городом Олдман. Если бы это случилось раньше, это было бы большим риском, в лесу хаоса люди были непредсказуемы. Кто знал, что люди не используют предлог Альянса, чтобы подставить лезвие к твоему горлу, теперь же все было иначе. После того, как маленький город Олдман и армия пауков сразились, Олдман уже проявил свою силу. Гномы, безусловно, нашли сильного союзника. Никто не хотел спровоцировать этот маленький город Олдман, потому что их власть намного превосходила их ценность. Кто будет ходить и грызть твердый камень, который был несъедобен? Много сил выразили интерес к плану, предложенному Олдманом. В конце концов, это был новый метод в лесу хаоса, и каждый хотел знать, что за сила стоит за гномами. Глава 374. Лесной альянс. Маленький город Олдман публично объявил, что ищет союзников, а также распространил в маленьких городах за несколько сотен миль известий о вербовке солдат. Если они получат влияние через альянсы, то вербовка солдат с высокой репарацией будет противостоять рассредоточенным силам. Экспертов, живущих в отшельничестве в лесу хаоса, нельзя недооценивать. Некоторые были воинами, которые должны были избежать катастрофы в своей стране, а некоторые были людьми, которые спаслись после убийства ради мести. Некоторые были спасены после того, как их племена или родные места были уничтожены, будучи последними оставшимися людьми, последними экспертами, блуждающими по землям. Некоторые из этих людей не имели постоянного места жительства и в основном появлялись в небольших городах. Они осмеливались жить там, где другие не осмеливались, так как все равно были сами по себе. Раз они жили в маленьких городах, почему бы им не посметь жить в маленьком городе Олдман? Не говоря уже о том, что они будут иметь высокие статусы и получат отличное обращение. В это время все больше и больше людей приходили за убежищем. В вопросе маленького города Олдман, ищущего альянсы, рядом с ними было много сил, которые проявили интерес. Этот вид нового стиля управления привлек внимание некоторых людей, и, наконец, некоторые племена решили попробовать. Среди них было племя орков, племя огров, племя волков и племя медведей. Эти 4 племени были первоклассными силами в радиусе 1000 миль. Хотя они не могли игнорировать принцип темного леса, они не были мигрирующими, как средние и малые державы. Это было потому, что до тех пор, пока могущественные силы в глубине леса не жаждали их владений, не имело значения, были ли обнаружены их жилые районы. 4 племени послали свои войска почти в одно и то же время, и они прибыли в маленький город Олдман почти одновременно. Они были здесь, чтобы осмотреть город, а также готовились к более глубокому пониманию системы Олдмана. В Олдмане могли разместиться более 100 тысяч человек, и тогда город мог бы перестать зависеть полностью от себя. Когда Комитет чудотворной торговли поставлял еду и материалы, он уже имел поддержку и мог легко поддерживать в 3 раза больше людей. Эту ситуацию было трудно представить другим племенам в лесу. Даже если племя было сильным, их радиус действия составлял всего около 100 миль. Все их продукты питания, кожа, материалы были получены из этого диапазона действий. Именно из-за этого, когда племя развивалось, они в конечном итоге достигали узкого места. Когда их население превышает определенное количество, ресурсы, которые они могут получить, не могут больше поддерживать их жизнедеятельность, и это вызывает кризис выживания. На самом деле было очень просто решить этот кризис выживания. Первый способ состоял в том, чтобы сменить место жительства и найти область с более богатыми ресурсами. Вторым было разделить племя, разделив его пополам, чтобы уменьшить их население и давление для выживания. Третий способ — это начать войну, которая не только сократит их население, но также захватит ресурсы других людей, чтобы увеличить их собственные. Любое племя или маленький город в лесу хаоса рано или поздно достигает узкого места в развитии. Но у Олдмана не было этого узкого места, потому что Олдман мог отказаться от самообеспечения. Благодаря пространственной транспортировке и тайной поддержке со стороны южной летней страны, они могли бы легко поддержать несколько миллионов человек. Посланцы 4 племен были очень довольны масштабом и окружающей средой маленького города Олдман. Они могли найти передовые технологии повсюду в маленьком городке, что приятно удивило их. Маленький город Олдман находился в каньоне и был подземным городом, поэтому во многих городах его считали крепостью. Было более 5000 выдающихся мастеров-гномов, которые могли выковать высококлассное снаряжение и оружие, поэтому, если бы они стали партнерами этого маленького города, им было бы легче покупать изделия гномов.
Это был аспект, который многие племена считали особенно важным. После того, как посланники пробыли в маленьком городе в течение нескольких дней, мэр города Олдман впервые провел конференцию. Зеленокожие, крупные и клыкастые огры, которые были вдвое больше людей, орки, которые были в 4 раза больше людей, духовные волки, которых люди страны Южного Лета считали врагами, и никогда не встречавшиеся ранее, но не имевшие аналогов среди духовных зверей, медвежье племя. Когда эти несколько раз сели за один стол, у каждого человека были невыразимые повороты в их сердцах. На самом деле эти люди чувствовали, что это было очень странно. Они думали, что мэр города Олдман будет гномом или, возможно, варваром, но никто бы не подумал, что красивый молодой человек, стоящий перед ними, будет тем самым таинственным мэром. Люди были одной из самых цивилизованных рас на континенте, и их технологии развивались очень быстро, но в лесу хаоса не было много людей, поэтому у них не было глубокого впечатления об этой расе. Они не могли понять, почему человек на самом деле может стать мэром. Лидер гномов представил его. Этот человек — основатель комитета чудотворной торговли Чутянь. Он и его армия составляют большую часть гарнизона Олдмана, поэтому он мэр. Поскольку у всех есть планы присоединиться к альянсу маленького города Олдман, сначала ознакомьтесь с правилами управления Олдмана. Чутянь подготовил 3 разных документа на 3 разных языках, разделенных на языки орков, агров и духовных зверей. Эти документы написаны четко. Маленький город Олдман предоставляет 30% для союзников, и союзникам не нужно предоставлять никаких ресурсов или денег. Союзники получат долю в зависимости от сил, которые они предоставляют, и вы не получите больше 5%, когда присоединитесь в первый раз. Нам нужны самые элитные войска, и после того, как эти солдаты войдут в город Олдман, если вы не выйдете из Альянса, вы не сможете ими командовать. Этими солдатами будет управлять Олдман, как только они присоединятся к силам Альянса, иначе это будет считаться нарушением. «Подождите!» — крикнул какой-то несчастный орк. «Почему ты будешь управлять нашими солдатами?» «Правильно!» Человек-волк также выразил свое недовольство. «Солдатами моего клана будет управлять только мой клан». Чутянь холодно рассмеялся. «Разве эта просьба не смехотворна? Домин может иметь только один разум и один голос, иначе будет хаос. Вы хотите ввести свои войска под своим командованием, чтобы этот город впал в хаос? Для развития и безопасности этого небольшого городка это неизменный основной принцип. Это было необходимостью. Если армии разных кланов будут размещены в Олдмане, и каждое племя сможет контролировать свое собственное войско, разве это не подтолкнуло бы всех к гражданской войне? Вероятность восстания была еще больше. Хотя Чутянь любил идти на риски, он не был глупым. Поэтому иностранные войска будут разделены и поделены между варварами и гномами. Они будут медленно интегрироваться в их войска, чтобы в будущем защититься от хаоса. Несколько раз обсуждали это условие друг с другом. Член клана Медведей встал. Мы можем принять это условие, но каждый человек, получающий всего 5%, это слишком мало. Даже после того, как маленький город станет процветающим, этот маленький кусочек не будет стоить больших денег. Наши воины-медведи отправят 1000 элит. Боюсь, боевая мощь превзойдет это соотношение. Медвежье племя было уверено в своих воинах. Огры были даже более уверенными, чем медвежье племя. Представитель племени агров с высоким как гора телом встал. Наши воины-огры непобедимы и невероятно сильны. Нам нужно только отправить 500 солдат, чтобы превзойти эту часть. Хотя варвары и гномы были сильными солдатами, как они могли превзойти несравненно огромных и опасных агров, Чутянь показал слабую улыбку. Боевую силу нельзя так просто оценить, и что касается того, сколько человек будет отправлено, мы можем определить это только после оценки. Расслабьтесь, наши оценки справедливы, и наши союзники ничего не потеряют. Но, учитывая безопасность и стабильность небольшого города, а также стабильность Альянса, первая армия, отправленная нашими союзниками, не получит более 5% акций. Что касается преимуществ, это не так просто, как доля в маленьком городе. 4 представителей были ошеломлены. Какие еще преимущества есть? Во-первых, наши союзники станут сотрудниками Комитета чудотворной торговли и смогут напрямую покупать вещи у Комитета чудотворной торговли. Еда, талисманы, пилюли, снаряжение и даже некоторые вещи, которые вы не можете себе представить, мы можем предоставить все это по хорошей цене и хорошее качество. Точно так же ваши дополнительные ресурсы и ресурсы, которые вы покупаете в лесу, вы можете продать в Комитет чудотворной торговли. Мы купим все по цене, которая превосходит рыночную цену леса хаоса. Сколько у нас есть? Сколько бы вы ни имели? 4 представителей проявили недоверие к этому. Если бы они действительно сделали это, только это принесло бы их племенам несравненную прибыль. Если бы они могли купить еду и пилюли, когда их племена столкнутся с голодом или войной,
они могли бы спасти все свое племя, чтобы продать различные материалы в комитет чудотворной торговли по более высокой рыночной цене. У этих племен была отличная возможность стать богатыми. Это были большие племена, поэтому у них было много лишних материалов, и они могли покупать другие вещи в других маленьких городах. Если бы они могли покупать дешево и продавать дорого, они могли бы заработать совсем неплохо в процессе перепродажи. Во-вторых, после формирования альянса мы станем союзниками друг с другом. Торговцы наших союзников не только получат привилегии в Олдмане, но и получат жилье. Более того, когда важные союзники находятся под различными угрозами, город Олдман поможет нашим союзникам решить эти проблемы. Эта помощь будет предоставляться не только с точки зрения материалов, но также, при возможности, Олдман будет посылать на помощь союзную армию. В лесу хаоса было много рас. Никто не доверял друг другу, но если бы различные племена разместили здесь свои армии, это было бы для них своего рода страховкой. Если бы их племена были в затруднении, будь то от природы или по вине людей, если бы Олдман должен был оказать поддержку, их положение было бы намного лучше. Неплохо. Это был альянс, в который стоило вступить. После того, как 4 представителей рас все поняли, они сразу же вернулись к своим племенам для доклада. На самом деле, даже без учета всего этого, многие племена начали готовиться и посылать солдат, желая вступить в армию Лесного альянса. Глава 375. Прототип альянса. Эти 4 больших племени решили отправить свои войска в маленький город Олдман и позволили им присоединиться к армии альянса. Эта новость быстро распространилась по лесу. Маленький город Олдман снова стал горячей темой. Из сил в этой области эти 4 племени были одними из лучших. Олдман предоставил всем ослепительное шоу. Они дважды победили мощную армию паучьих племен из десятков тысяч солдат. Хотя не было ясно, насколько они сильны, они явно не были слабыми. Теперь Олдман выиграл 4 крупных союзников, и им будет несложно быстро развиваться. Всего несколько дней назад все думали, что это будет самым опасным местом в лесу. Теперь все начинали думать, что это может стать самым безопасным маленьким городом из всех. В маленьком городе Олдман использовался принципиально новый метод управления, которого никогда не было в лесу хаоса. Любой мог стать хозяином или управляющим этого небольшого города, превратив маленький город в место, где им могли бы управлять несколько держав. Это наверняка станет прецедентом. В сумерках прибыли 4 больших племени. Чу Тянь вел Мэн Ин и Нангун Юнь поприветствовать их. Нангун Юнь увидела плотную армию, и ее глаза почти выпали. Черт, так много иностранных рас. Мы действительно впустим их в наш маленький город. Ты уверен, что они не вызовут хаос? 3000 зеленокожих орков были крупными и крепкими. У них были свои топоры на поясах и странные маленькие хвостики, что придавало им деревенское ощущение. 3000 духовных зверей волчьего племени аккуратно стояли в маленьком городке с клинками, свисающим с их талии. Эти члены племени волков были экспертами по слежке, а их острые когти были сильным оружием, способным легко разорвать врага на части. 1000 духовных зверей племени медведей были похожи на 1000 железных башен. Каждый из них был ростом почти 3 метра, их щедрое телосложение, а также их высокие тела наполняли людей благоговением. Одной атаки их когтей было бы достаточно, чтобы уничтожить железо, наконец, преувеличенные 500 огров. Огры были одной из самых печально известных рас в лесу. У них были тела из чистого мяса, с большим телосложением и гигантским аппетитом, поэтому, когда слишком много огров жили вместе, голод был вполне нормальным явлением. Когда желудки огров были пусты. Это было очень страшно, потому что голод мог разрушить рациональность огров, и они начинали пожирать все, что было сделано из мяса, будь то животное, другая раса или человек. Именно из-за этого у них было прозвище людоедов. Честно говоря, огры не считались разумной расой, это была раса, которая была чуть выше умственных зверей. Огры не могли развивать технику совершенствования и не могли пробудить источник духов, но у огров было то же самое ядро демона в их телах, что и у демонических зверей, что также давало ограм ужасающую силу. 500 огров, стоящих перед ними, были похожи на 500 холмов. Огры носили изодранные передники и были почти полностью обнажены, на большинстве из них рос мох и развивались паразиты. У огров не было производственных способностей, поэтому они были плохо экипированы. У некоторых счастливчиков были медные пластины, но даже безоружные могли сражаться с демоническими животными. Это была раса, которая существовала с древнейших времен. Эти парни могли броситься на поле битвы без какого-либо снаряжения, и они не умрут, даже если будут разбиты оружием противника. Если бы они могли быть оснащены комплектом тяжелой брони и имели бы по 8-угольному гигантскому молоту, эти 500 огров стали бы бронированными мясорубками на поле боя. Мэнин нервничала, просто увидев их. Чу Тянь, не слишком ли много их? Они доставят нам неприятности. Если эти парни выйдут из-под контроля, не будет ли разрушен наш с трудом построенный город?
Будь то духовные звери, орки или огры, они не были добропорядочными расами. Чутянь небрежно махнул рукой: «Не беспокойся, мы справимся с ними». Все эти солдаты были избранными элитами. Они были молоды, сильны и полны потенциала. Основываясь на армии, сформированной из 4 племен, боевая сила не была чем-то, на что можно было бы смотреть свысока. Неплохо, это была невероятная сила, а что насчет бунта, не то чтобы это было невозможно. В лесу хаоса не было принципов, и люди могли менять приоритеты когда угодно, но Чутянь был уверен в этих 4 племенах. На самом деле 4 племени не поняли, что уже попали в руки Чутяня. С этого дня они будут все больше и больше зависеть от комитета чудотворной торговли, и им будет трудно отступить. Поскольку они были размещены в маленьком городе Олдман, был предел по количеству и качеству. Более того, после того, как они были размещены в Олдмане, Чутянь разлучил их, и теперь они будут подчиняться только приказам мэра. Даже если бы возникли особые обстоятельства, варвары могли бы позаботиться о них. 7-8 тысяч солдат прибыли в главный зал Олдмана. На самом деле большинство людей, присланных сюда на этот раз, были в основном молодые люди. Большинство из этих людей никогда не уходили дальше 200 километров от своей деревни, поэтому, когда они прибыли в город Олдман, они все почувствовали, что все здесь ново. Большой электрический свет внезапно включился. Яркий свет наполнил весь зал, и это было так же ярко, как днем. Будь то орки, волки, медведи или огры, все они были потрясены, оглядываясь вокруг. В это время из усилителей вокруг них исходила энергичная музыка. Это было похоже на танцующее пламя, текущую реку или воющее море. Когда люди слышали это, их умы были наполнены счастьем и героическим духом. Как это было сделано, люди разных рас были в шоке. Приветствую всех в маленьком городе Олдман, я мэр Чутянь. Чутянь стоял на каменной платформе, глядя на несколько тысяч новых солдат. Отныне вы будете частью маленького города Олдман. Мы будем нести ответственность за ваши ежедневные потребности, и вы будете получать награды в виде пилюль каждые полмесяца для улучшения вашего совершенствования. Вам всем просто нужно посвятить себя защите этого города, поднимаясь вместе и взлетая в небеса. Рев. Все взревели от волнения. Обращение с армией было слишком высоким: продовольствие и вода, вознаграждение, комфортные условия для жизни и выгоды от рынка. По сравнению с их племенем, это обращение было как небо и земля. Кто бы не хотел такую хорошую жизнь? После того, как эти солдаты какое-то время находились в Олдмане, они больше никуда не уходили. Чутяню нужно было превратить маленький город Олдман в торговый центр на северной окраине леса, который станет самой сильной державой на окраине леса. Через Олдман он получит поддержку местных жителей, и когда его сил будет достаточно и время будет подходящим, Чутянь будет распространяться во всех направлениях. После того, как Чутянь произнес свою речь, он начал разделять их на команды. Он реорганизовал их в армию коалиции, а затем разделил их на батальоны, прежде чем позволить гномам вести их к резиденциям. На самом деле это был очень счастливый вопрос. С точки зрения Чутяня, когда 4 потенциально могущественных врага имеют общую цель, они могут избежать прямого конфликта с другом в будущем. Более важно то, что эти солдаты жили в лесу хаоса много лет, и каждый из них уже был знаком с рынком здесь. Лес хаоса был очень богат, и Чутянь мог собирать ресурсы благодаря этим силам. С точки зрения маленького города, в Олдмане было много крупных держав, поэтому он был устойчивым, как гора. Если бы не было более сильных внешних сил в окрестностях 1000 миль, никто не имел бы смелости атаковать их. С точки зрения солдат, с ними обращались очень хорошо, особенно с ограми. Ограм было нелегко насытиться. Хотя огры были очень сильны, у них также был очень сильный голод, и, в конце концов, они могут даже поедать другие расы. Обещание Чутяня кормить их до тех пор, пока они не будут сыты, уже было достаточно, чтобы заставить многих людоедов посвятить свою жизнь ему. Единственной частью, которой не были удовлетворены 4 клана, было соглашение о собственности маленького города. Все солдаты, которых послали эти племена, были элитой, но после анализа Олдмана, в дополнение к стандартам огров, они не достигли более 5% общей армии города. Люди племен не были удовлетворены этой оценкой. В связи с этим Чутянь не стал тратить время на объяснение. Он напрямую послал берсерков потренироваться с ними. Результат уже можно было представить. Варвары-берсерки обладали ужасающей силой, которая могла даже сравниться с ограми. Так на что же рассчитывали эти парни? Несколько местных солдат были шокированы силой варварской армии. Они до сих пор не могли четко понять, что это за сила — комитет чудотворной торговли. Используя, какие методы они сделали этих недалеких варваров такими аномальными. Если бы берсерков было 30-50 тысяч, вожди племен могли только поклониться им, забудь об этом. Просто забудьте, это была лишь небольшая прибыль, этого было бы недостаточно, чтобы заполнить их желудки в любом случае,
То, чем на самом деле были затронуты 4 племени, это поддержка комитета чудотворной торговли. Не у всех была пространственная энергия, как у Вивиан, и не у всех была такая армия, как варвары-берсерки, которые могли ходить 4-5 дней подряд, не уставая. Большинство рас в лесу не торговали с внешним миром, поэтому они не могли торговать вещами в больших масштабах. Лесным воинам не хватало оружия и предметов, особенно пилюль, талисманов и лекарств. Лес хаоса был очень опасен, и лишь немногие торговцы осмеливались привозить сюда большое количество продуктов, что приводило к высоким ценам на продукты. Теперь все было иначе. Не было вообще недостатка в товарах. Комитет чудотворной торговли не только получал исходные камни, но и торговался травами, кожей и металлами. Самым важным было то, что, поскольку комитет чудотворной торговли был их союзником, он давал им гораздо более низкую цену по сравнению с другими вещами, продаваемыми в лесу. Все вожди 4 племен были полны волнения. Комитет чудотворной торговли казался неиссякаемым. Они безостановочно принимали кожу, металлы и травы, которые обменивали на лекарства, пилюли и талисманы. После того, как они были проданы на лесном рынке, они могли брать больше кожи, металлов и трав. Перепродажа подобных вещей позволяла их племенам быстро богатеть, как будто комитет чудотворной торговли был чудом, подаренным лесам небесами.